Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите мой канал «Дом и сад» Александра Миллер. Ставите лайки и делитесь видео в соцсетях. Я вам за это очень благодарна. В этом видео хочу рассказать о том, как подкармливать малину летом, в период бутонизации, цветения и плодоношения, а также созревания ягод малины. Урожай малины созревает довольно продолжительный период – 20-40 дней. Поэтому надо основательно подготовиться и постараться, чтобы получить хороший урожай. Подкормка малины – дело ответственное. В период формирования ягод растению нужно сбалансированное питание. Соотношение азота, фосфора и калия в котором выглядит так: 20-20-20 или 16-16-16, как это было более привычно в Советском Союзе. Если подкармливать органикой, то большое содержание азота в таких удобрениях приведет к наращиванию зеленой массы и отсрочке образования ягод. Чтобы избавиться от этого нежелательного влияния азота на кусты малины, в период налива ягод я обычно подсортировываю органику минеральными удобрениями. Цель такой подсортировки – получить сбалансированное по азоту, фосфору и калию удобрения, которые можно сделать своими руками. Из органических удобрений для таких подкормок обычно беру отстоявшийся куриный помет. Вот схема подкормок малины органикой. На 10 литров воды надо взять 1 литр отстоявшегося куриного помета, добавить 7 грамм суперфосфата и еще полстакана золы. На каждый погонный метр посадки малины требуется 20 литров такой органической подкормки для хорошего налива ягод. Сделайте бороздки вокруг ленточного ряда малины с двух сторон и наполните их органическим раствором удобрений. Если органики под рукой нет, можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, в котором соотношение азота, фосфора и калия одинаковы. Например, это может быть нитрофоска, нитроамофоска или азофоска, что в принципе одно и то же. Это удобрение содержит 16% азота, 16% фосфора и 16% калия. Оно не очень хорошо растворяется в воде, поэтому надо готовить раствор в два этапа. Сначала развести 20 грамм нитроамофоски в 1-2 литрах воды, дать настояться, а уже затем довести объем воды до 10 литров. Поливать малину таким водным раствором минеральных удобрений следует так же, как и органикой, в заранее сделанной бороздке вдоль ряда малины с двух сторон. Расход 20 литров на 1 погонный метр посадок. Если с жидкими подкормками заморачиваться не хочется, можно сделать сухие. Вот схема такой подкормки малины. 30-50 грамм сухого куриного помета, 7 грамм суперфосфата и 100 грамм сухой просеянной золы. Смешайте все ингредиенты и рассыпьте вокруг растений малины на расстоянии примерно 10-20 см от стеблей. Это количество удобрений рассчитано на 1 погонный метр посадок. Возьмите сапку и заделайте удобрение в почву, слегка ее разрыхлив примерно на глубину 3 см. После этого надо хорошо полить малину, чтобы удобрение растворилось и впиталось, накормило кусты для налива ягоды. Как только ягоды малины наберут массу, станут мощными, мясистыми, наполнятся азотистыми соединениями, переходите на более скупые по содержанию азота корневые подкормки малиновых кустов. Вместо 1 литра куриного помета используйте на 10 литров воды только пол-литра органического удобрения. Фосфорное удобрение следует убрать полностью, а вот золы добавить в 2 раза больше, полноценный стакан. В качестве замены органики на этапе созревания ягод малины вполне подойдет подкормка калийной селитрой, или, как еще называют соль азотной кислоты, нитратом калия, калия натрий. Калийная селитра содержит примерно 14% азота и 46% калия. Азот будет служить для поддержания в хорошем состоянии зеленой массы малины, а калий для более полного налива ягод и их созревания. Вот как приготовить водный раствор калийной селитры для подкормки малины в период интенсивного плодоношения и созревания ягод. На 10 литров воды следует взять 20 грамм калийной селитры, растворить до получения однородного раствора и полить кусты малины в бороздке. Соли азотной кислоты хорошо растворяются в воде, поэтому это будет сделать совершенно нетрудно. Такой минеральной подкормкой полейте кусты малины под корень из расчета 2 ведра водного раствора удобрения на 1 погонный метр насаждений малины. Калий сделает ягоды малины упругими, хорошо удерживающими сок внутри каждой малиновой дольки,
Малина не будет течь, что очень важно для тех, кто реализует ягоду на рынке. В конце хочу напомнить, что все корневые подкормки следует делать после хорошего полива малины в первой половине дня теплой водой, чтобы корни не спазмировались и удобрения хорошо усваивались. Хорошего урожая! Не забудьте поставить лайк, если видео оказалось для вас полезно, а также поделиться им в соцсетях, чтобы и другие ценители малины смогли узнать, чем же подкормить эту ягоду в период плодоношения, налива и созревания ягод. Спасибо за просмотр!